Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня по вашим просьбам приготовлю тирамису, но сделаю не классический вариант, а в виде рулета. Готовится он быстро, просто, из доступных продуктов, а по вкусу получается ничем не хуже, чем классический. Я просто уверена, что этот рулет тирамису станет одним из ваших любимых десертов. Перед вами пока те продукты, которые понадобятся для бисквита, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Готовить буду на 4 яйца, и яйца желательно взять комнатной температуры. Они взбиваются дольше, чем холодные, но за это время полностью успевает раствориться сахар. Сахар берите мелкокристаллический, опять же для того, чтобы он быстрее растворился. Для бисквитного теста это очень важно. К нему я добавила чайную ложку ванильного сахара, мука и щепотка соли. Готовить буду по рецепту из книги, которая прилагалась к моей машине Kenwood. Вот этот торт тирамису. На картинке такой аппетитный, но сделаю его в виде рулета. В чашу миксера выливаю белки, добавляю щепотку соли и взбиваю сразу на третьей скорости из 6 возможных до появления легкой прозрачной пены. За это время белки успевают разбиться, размешаться до однородности. Когда белки вот так вот запенились, скорость увеличиваю до 4 и взбиваю до пышности. Когда пена на белках уже белая и непрозрачная, но под ней еще видны невзбитые белки, начинаю порциями добавлять сахар. Не взбивайте сразу белки до сплошной пены, иначе с сахаром они быстро дойдут до острых пиков, а за это время он просто не успеет раствориться. Для бисквитного теста очень важно, чтобы сахар полностью растворился. Оно тогда получается пышное, воздушное, легкое, а корочка на нем однородной колеровки, без краплений сахара и не липкая. После того, как добавила весь сахар, белки перемешиваю, зачищаю донышко, чтобы он не осел на дно. Видно, что белки уже пышные, но еще недостаточно плотные. Пики мягкие, и к тому же еще не полностью растворился сахар. Продолжаю взбивать до его полного растворения. Скорость увеличиваю до 5 и взбиваю до плотности, до острых пиков. Вот такие вот должны получиться белки. Пышные, устойчивые, глянцевые. Теперь можно добавлять желтки. Добавляю их по одному, на третьей скорости, можно сказать, не взбиваю, а перемешиваю. И машиной не добиваюсь полной однородности цвета, потом просто перемешаю лопаткой. Посмотрите, какая пышная, воздушная, но устойчивая масса. На поверхности сохраняется рисунок, совсем не расплывается. Добавляю муку в 2 приема, обязательно просеиваю. Даже если она у вас была предварительно просеяна, сделайте это еще раз, потому что мука хватает влагу, собирается в комочки, и эти комочки очень тяжело размешиваются в бисквитном тесте. Вы долго будете добиваться однородности, а за это время могут осесть яйца. Замешиваю аккуратными движениями снизу вверх, растряхиваю муку и вот теперь вымешиваю тесто до однородности. Зачищаю донышко. В бисквитном тесте мука легко оседает на дно. Очень долго его месить не надо, только добились однородности и достаточно. Вот, тесто готово. Однородное, пышное, воздушное. Листик покрыла силиконизированным пергаментом. Это специальная бумага для выпечки. Выкладываю тесто. Оно не должно само по себе растекаться. Если вдруг оно у вас растекается, значит вы недостаточно взбили белки. Масса получилась мягкая, неустойчивая, а тесто в итоге жидкое. Растягиваю тонким слоем толщиной не более 5 мм. Размеры этого пласта я укажу под видео. И растягивайте его так, чтобы по краям оно было такой же толщины, как и посередине. Иначе краешки при выпечке будут подгорать, а середина не допечется. В это время у меня уже греется духовка, температура 200 градусов. Этот бисквит печется при более высокой температуре, чем круглый или квадратный. И времени на выпечку понадобится где-то 10-12 минут. Бисквит готов, выпекался он 10 минут при температуре 200 градусов. Колеровка должна быть светло-желтая. После выпечки остается вот такой вот мягкий. Не запекайте его, не пересушивайте, иначе при скручивании он у вас потрескается. На готовность проверяйте деревянной шпажкой, но учитывайте то, что этот бисквит выпекается очень быстро. В некоторых духовках, смотря какая она, сильно печет или слабо, бисквит может пропекаться за 8 минут.
Смотрите, какое получается донышко, светлое, не зажаренное. Корочка сухая, не липкая, однородной колеровки, без краплений сахара. Это говорит о том, что тесто было приготовлено правильно, и сахар при взбивании полностью растворился. И теперь, не снимая с бумаги, накрываю полотенцем, чтобы он не засыхал сверху. И в таком виде оставляю до полного остывания. После остывания дам ему еще отлежаться 2-3 часа, а потом уже приготовлю рулет. Пока бисквит остывает и отлеживается, я приготовлю пропитку. Здесь у меня 5 граммов растворимого кофе, это 2 чайные ложки, полные с горкой. Добавляю кипяток и перемешиваю до растворения. Сахар сюда не добавляю, кофе должен быть крепким. В этом десерте должна чувствоваться горечь кофе и по желанию шоколада. Оставляю до полного остывания и потом добавлю ликер Бейлис. Понадобится еще 50 граммов шоколада. Я его натираю, скажу так, не на самой крупной терке, и потом добавлю в крем. Получается вот такая вот средняя крошка. Отправляю ее в холодильник, чтобы она не таяла. Для крема понадобится сахарная пудра, сливочный сыр маскарпоне, можете заменить Филадельфией, и сливки высокой жирности от 33%. Если не можете купить сливочный сыр, у меня на канале есть видео, как его приготовить дома. Сейчас на экране появится ссылка. Заходите, смотрите и готовьте. В описании под видео оставлю тоже. Сыр и сливки должны быть очень холодные. Берите прямо из холодильника. Сразу подготовлю сыр, немного размешиваю лопаткой до однородности и можно немного пробить миксером. Долго взбивать не надо, чтобы не отделилось масло. Только заметили, что сыр стал однородным, взбивать его достаточно. К сливкам добавляю сахарную пудру, обязательно просеивая. Немного перемешиваю, чтобы она не поднималась в воздух. И взбиваю до мягких пиков. Когда на поверхности хорошо сохраняется рисунок и получаются вот такие вот мягкие пики, добавляю сыр. Не весь сразу, а поделю на 2 порции. Так легче. Сыр соединится с сливками. Первую порцию взбиваю до соединения, можно даже не до полного, и добавляю остальной. Теперь взбиваю до полной однородности и до пышности. И тоже не взбивайте долго, чтобы не отсеклось масло. Получается вот такой вот крем. Смотрите, какой однородный. Где-то 1/3 часть крема отбираю для украшения, для обмазки рулета. А остальным буду промазывать бисквит. Сюда высыпаю шоколадную крошку и перемешиваю до полного соединения. Я говорила, что берите шоколад по желанию, по своему вкусу, но поверьте, он здесь совсем не лишний. Бисквит уже хорошо отлежался. Острым ножом подравниваю краешки, срезаю совсем чуть-чуть. Вот посмотрите, какое пышное и пористое тесто. Бисквит просто шикарный. Теперь его переворачиваю. И эту же бумагу можно использовать для скручивания рулета. Зачищаю ее от бисквита. Переворачиваю чистой стороной вверх. Кофейный сироп уже остыл. Добавляю ликер Бейлис и обильно пропитываю бисквит. Если у вас бисквит отлежится 2-3 часа, он лучше в себя впитывает пропитку, не раскисает, и вы легче скрутите рулет. Сразу пройдусь по всей площади, а теперь там, где остался сухой бисквит. Полностью весь сироп у меня ушел. Теперь выкладываю весь крем, немного растягиваю лопаткой, а потом выровняю палеткой. Вот к этому краю, где буду заканчивать, сворачивать рулет, крема наношу как можно меньше. Он сюда еще немного выдавится при скручивании. И теперь с помощью бумаги скручиваю рулет. Немного прижимаю, выравниваю. Проверяйте, чтобы он лежал на шовчике. И смотрите, какой красивый получается рулет. Нигде не треснул, корочка с него не сходит.
Немного его прижимаю, чтобы он хорошо прилип к подложке. И можно украшать. Сразу обмазываю кремом. Он у меня все это время простоял в холодильнике, чтобы не таял при комнатной температуре. Надо сделать не очень тонкий слой, чтобы потом на этом креме хорошо был виден рельеф. Теперь крем немного выравниваю палеткой. Беру скребок, он у меня с вот такими вот зубчиками, и наношу рисунок. Теперь вот такой вот насадкой звездочка буду украшать рулет. Взяла такую же насадку звездочка, только поменьше, чтобы рисунок был более объемным. Теперь звездочку поменяла на обычную круглую. Конечно, это не классический тирамису, но очень-очень вкусный. И к тому же готовится очень просто и из доступных продуктов. Не надо искать печенье савоярди или готовить его дома. Просто испекли бисквит, закрутили рулет, и десерт готов. Украшение самое простое, но посмотрите, как оно красиво смотрится. Я думаю, такой рулет украсит любой ваш праздничный стол и обязательно порадует своим вкусом. В таком виде отправляю в холодильник для выстаивания минимум на 5-6 часов. Конечно, лучше оставить на ночь. За это время бисквит хорошо пропитается, крем стабилизируется, смешаются все вкусы, ароматы, и десерт получится намного вкуснее. Рулет выстоялся. Сверху совсем чуть-чуть присыпаю какао-порошком, чтобы его освежить. И можно подавать к чаю. Ну, давайте посмотрим, какой он в разрезе. Сразу отрежу кусочек побольше, а потом порционный. Очень аппетитный кусочек. Бисквит хорошо пропитался. Видно, что очень мягкий. И много крема. Крем хорошо сохраняет свою прослойку, держит форму. И несмотря на это, остается нежным и воздушным. Придерживайтесь рецепта. В нем удачная пропорция бисквита, крема и пропитки. Количество кофе в этой пропитке. В десерте хорошо чувствуется его легкая горечь, вкус шоколада. Все это хорошо оттеняет в меру сладкий крем. Ну и, конечно же, вкус и аромат хорошо дополняет ликер. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими вкусными домашними десертами и приятного вам чаепития. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо вам огромное за лайки, комментарии. Всем пока, всем удачи!